ПЦУ утвердила полный переход на новый календарь. Теперь будут отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. Также меняются даты других праздников. Вот как вы считаете, почему необходимо было переделать церковный календарь и как быть тем, да, кто не принимает навязанную церковь? Мы можем, кстати, послушать заявление на эту тему митрополита Епифания. Запровадження в Православній церкві України новоюліанського календаря. Новоюліанський календар є той календар, який був створений на початку ХХ століття на основі сучасних досліджень і був схвалений якраз 100 років тому під час синодсту представників православних церков у Царгороді під головуванням патріарха Мелетія IV. З того часу більшість православних церков світу перешли на новоюлианский календарь. Давайте с него начнем, с этого. Ну, во-первых, это, по-моему, не Епифан. Епифан иначе выглядит. Это один из речников созданной ПЦУшной организации. Во-вторых, для того, чтобы таким, как он, апеллировать к православным церквям мира, нужно начать с того, кто из православных или какие из православных церквей мира их признали. Мало того, что Томас подписывали через колено, ломая те или иные митрополии либо патриархии, и то многие отказались его подписывать. Там половина от подписантов должна была удостоверить подпись Вселенского, этого стамбульского патриарха, половина отказалась. А теперь, что касается его апеллирования к православному миру, на сегодняшний день, насколько мне известно, православный мир его и его босса и все, что создали, не очень признает. Православный мир признает каноническую Украинскую православную церковь во главе с блаженнейшим Ануфрием. Ту самую церковь, которая в продолжение, в развитие политики Порошенко на разрыв православия гонима сегодня нынешним президентом и его окружением. Это 2. Теперь 3. Понятное дело, что они сейчас будут рассказывать все, что угодно для того, чтобы объяснить, почему они переносят праздники. Для людей моего поколения и старше напомню знаменитейшую фразу из «Золотого теленка» «Ксензы охмурили». Так вот, сегодня, по сути, в Украине происходит то же самое. Условные ксензы, их роль выполняют и вот эти тоже, епифаны, они охмуряют большее количество наших сограждан, рассказывая им о своей якобы традиционности, о своей правопреемственности и в целом о своей легитимности. И пытаясь ссылаться на те или иные какие-то факты, для того, чтобы рассказ выглядел красивее. Что происходит на самом деле? Наши, к сожалению, наверное, в данном случае эфиры становятся пророческими. Я точно не тяну на себя роль Кассандры или какого-то иного пророка. Как говорил Преображенский, в моих словах здравый смысл и жизненная опытность. Так вот, что происходит сегодня? Сегодня у нас в стране история повторяется. История, говорят, вообще она цикличная или идет по спирали. Подобное уже было 400 лет назад. Это было в конце 16 века, по-моему, 1598 была подписана уния. Уния, которая разорвала на территории современной Украины православие, когда часть православия ушла под владычество Папы Римского и стала называться Греко-католической церковью. УГКЦ, как они сегодня называются, они есть и сегодня. Это, по сути, церковь католического обряда. Я к каждому прихожанину, если он истый прихожанин, отношусь с уважением. Каждый выбирает по себе дьяволу служить или пророку. Помните, какие слова были? Это дело каждого. Я просто понимаю, что у нас заново разрывается православие. И то, о чем мы с вами говорили в каком-то из эфиров, когда использовали сравнение, помните, натуральной марки Adidas с появившимися в 90-е годы марками Abibas, например. Abibas там было написано, или там Sony, Suanic. Ну вот мы с вами говорили о том, что здесь даже аббревиатуру подобрали похожую, чтобы сбить людей с толку. И на сегодня у нас разрывается православие. Под различными предлогами, захватывая храмы и церкви под покровительством президента и власти. К сожалению, это так. И владыка Павел все абсолютно искренне и честно высказал тогда Зеленскому в своем обращении к нему. Придумывая законы, устраивая провокации, внедряя такие внесудебные механизмы расправы с людьми, как персональные санкции, которые не могут быть, по сути, применены к гражданину Украины. Их применяют
равно как и лишение гражданства людей, их применяют потому, что понимают, что они по суду не докажут вину человека. Так вот, используя внесудебные расправы в отношении иерархов Украинской Православной Церкви и делая прочие гадости, таким образом православие разрывается, оторванная его часть будет искажена и по итогу загнана в унию. Вот почему я сказал, что история спиралевидная, она в данном случае повторяется. Вот для чего переносится празднование тех святых для всех нас праздников, для православных, которые праздновали и отмечали мы в те даты, наши родители, бабушки, прабабушки, прадедушки. Мы не можем сейчас спросить у наших прапрапрапра, которые жили в 19-18, как они отмечали. Понятное дело, что календарь менялся, это было после революции. Но то, что происходит сегодня, происходит исключительно с этой целью. То есть сейчас людей подтягивают под католический календарь, их приучат к этим датам, попробуют во всяком случае. А дальше там не так сложно стать еще одной униатской церковью. Вот то, что происходит на самом деле. Для тех, кто хочет понять суть того, куда людей толкают, нужно немножечко углубиться, чуть-чуть, это несложно, в недавнюю историю. Как создавалась ПЦУ. Как ученик обманул старого учителя и выкинул его потом из церкви. Как захватывались первые храмы. Ну и так далее. И тогда все будет понятно. На лжи пытаются построить конструкцию. Вот что, на мой взгляд, очевидно. А здесь уже людям сейчас выбирать, куда им идти, в какой храм. Я как ходил в УПЦ, где митрополитом является Ануфрий, так и собираюсь это делать. Для меня это истинная церковь. Для кого-то иная. Я все-таки думаю, что все искусственное, нечестное, оно по итогу разрушится. Вот, я в это верю.